В 1993 году моя сестра попала в аварию и впала в бессознание. Мы 15 дней надеялись, что она проснется. На 15-й день я проснулась от звука дверного звонка, но никого не было. Утром в больнице сказали, что она умерла в 5 утра. Вот так все и случилось. Моя племянница умерла в 8 лет, несчастный случай. После ее смерти она являлась мне только в снах, и каждое ее слово я спешила передать сестре и матери. Спустя несколько лет мне снова приснилась Анна. Она сказала: «Передай маме и бабушке, что у меня все прекрасно. Я выхожу замуж, его зовут Дима, фамилию я не помню, это было давно». Когда я рассказала об этом семье, мы отправились на кладбище и увидели свежую могилу неподалеку. Там был похоронен молодой человек, и его имя полностью совпадало с тем, что назвала Анна, Дмитрий. С того момента я поняла, что мы не умираем, мы просто переходим в другую реальность. Больше 30 лет назад я пережила клиническую смерть после серьезной операции. Я летела через темный туннель к яркому, но не ослепляющему свету. Я чувствовала свое тело, как обычно. Чем ближе я подходила к свету, тем яснее становилось понимание сущности всего. В то же время я осознавала, что если пересеку границу света, я уже не смогу вернуться. Затем меня потянуло обратно, и я очнулась в больничной койке. Чувство всезнания исчезло. Я пожалела, что не перешла границу света в туннеле, потому что никогда в жизни не испытывала такого умиротворения и счастья. Но вскоре у меня развились необычные способности, которые я бы не хотела иметь. В основном это предсказание будущего, считывание информации с фотографий, повышенная интуиция, и я могу видеть изменения в человеке, у которого осталось не так много времени до конца жизни. Когда мой муж умер, я принесла ему на могилу цветы на День Святого Валентина с большим алым сердцем на деревянной палочке. После этого я начала находить сердца. Сначала я увидела маленькое вырезанное сердце во дворе. Я подумала, как оно оказалось здесь? Ведь рядом нет детей, которые могли бы вырезать что-то подобное из бумаги. У меня не было роддома, но однажды вечером, когда я пошла в душ и начала раздеваться, на пол упало красивое сердце. Оно было сделано из лепестка розы и пахло как роза. Но это еще не все. Зимой я сидела у камина, подбрасывала дрова и думала о муже, плача. И вот, когда я открыла дверцу камина, из огня прямо ко мне вылетело светящееся сердце, сделанное из тлеющих углей. Оно было светло-оранжевым и сразу погасло в воздухе. Тогда я поняла, что это был знак от моего мужа. Я верю, что душа моего мужа где-то там, и она наблюдает за мной и детьми. Однажды моя бабушка пришла ко мне во сне. Она обняла меня, и я почувствовала ее тепло. Бабушка коротко сказала, что ей очень нравится на новом месте, и что хорошо, что мы купили ей светлый голубой гроб. Она рассказала, что лежит в нем, наблюдает, как желтые листья падают с деревьев, и ощущает умиротворение. Я спросила, видела ли она дедушку или наших соседей, которые уже умерли. Бабушка ответила, что теперь ей редко хочется встречаться с кем-то, и что мужчины и женщины там находятся отдельно. Она также сказала, что вела себя хорошо, поэтому ей разрешили навестить меня. Затем она поспешила уйти, и я пошла с ней. Мы дошли до кладбищенской ограды, и бабушка вошла внутрь, резко захлопнув калитку передо мной, сказав: «Тебе еще рано!» Я сказала ей, что бывала здесь и раньше, но она ответила: «Ты можешь ходить куда угодно одна, но не сюда со мной». После этих слов она скрылась вдоль кладбищенской аллеи. Мой дядя умер, когда мне было 8 лет. Не прошло и 40 дней, как мне приснился сон. Люди в панике разбегались, потому что их преследовал мертвец. Мне стало страшно, и я спрятался в кустах. Но он подошел ко мне, это был мой дядя. Спокойно и мягко он сказал: «Не бойся меня». Меня похоронили, но не положили в могилу мою ногу. Мне трудно ходить без нее. Через 3 дня умрет мой сосед,
пусть передадут мою ногу через него. Проснувшись, я рассказал об этом сне тете. Она удивилась, что они действительно забыли положить в могилу его костыль. Этот же сон приснился его жене и дочери. Через пару дней сосед, друг детства дяди, действительно скончался. После долгих раздумий семья дяди решила поговорить с родственниками покойного. Они согласились и костыль положили в могилу соседа, чтобы передать его дяде. С того дня он больше никому не являлся. Несколько лет назад мы потеряли нашу 3-месячную дочь. Это было огромное горе. Спустя некоторое время я снова забеременела и увидела сон. Мне нужно было забрать свою дочь из больницы. Я подошла к зданию, и оно было таким высоким, что доставало до самых облаков. Внутри все было чистым и светлым. Навстречу мне шла медсестра. Это была наша бабушка, которая уже давно умерла. Я сказала ей, что пришла забрать свою дочь. В этот момент по коридору радостно выбежала моя малышка, одетая точно так же, как мы ее одели в гроб. Но тут бабушка подхватила ее и побежала обратно. Я спросила, куда она ее уносит, и мне ответили: она просто переоденет ее и вынесет. Через некоторое время бабушка вернулась, держа на руках младенца, завернутого в одеяльце. Точно так же, как мы забираем новорожденных из роддома, я взяла ребенка, развернула одеяло и увидела мальчика. Как будто так и должно было быть. Я просто взяла его и ушла. Вскоре у нас действительно родился мальчик. Я пережила странную утрату сознания. Слабость, холодный пот, а потом пустота. Я поняла, что лежу, но мое тело не реагировало. Я звала на помощь, кричала, но не было ни звука. При этом мои мысли были сосредоточены на сыне. Почему именно сейчас? Он еще ребенок. Кто о нем позаботится? Это было все, о чем я думала, и я также подумала, что умирать не больно и не страшно. Затем я поняла, что не лежу на полу, а стою, и мое тело лежит рядом со мной. А я стояла и смотрела на свое тело, не понимая, как это возможно. И я не могла понять, что делать. Просто смотрела, и вдруг появилась светящаяся трубка, и мне показалось, что я лечу вверх. А потом темнота. Я пришла в себя. Это было много лет назад. Во время операции я оказалась на облачной белой дороге, и идти по ней было блаженством. Я чувствовала неописуемую радость и счастье. Мне даже показывали план, что будет дальше, и что на земле я испытываю боль. Но здесь мне будет хорошо. Мы шли по мягкой дороге, и впереди я увидела огромные ворота, которые были закрыты. Слева возле ворот стоял маленький белый козленок, привязанный длинной веревкой. Он подбежал ко мне, обмотал веревку вокруг моих ног и начал тянуть меня с дороги. Вдруг я упала с дороги и начала падать с невероятной скоростью. Странно, что я не почувствовала ни страха, ни удивления. Я приближалась к земле, увидела больничное здание снизу, подлетела к окну и вошла в него. Я увидела себя на операционном столе, над которым стояли врачи. Я вернулась в свое тело и проснулась. И, к сожалению, я не смогла вспомнить, кто меня сопровождал. Эта информация, похоже, была стерта из моей памяти. Душа моего мужа однажды пришла ко мне, ведь я молилась Богу, чтобы он позволил моему мужу навестить меня. И он пришел, дети спали, и вдруг я почувствовала, что не могу двигаться, как будто была парализована, но страха не было. Я ощутила, что мой муж был позади меня на кровати. Он отодвинул детей к стенке и лег рядом со мной, на краю. Я хотела открыть глаза, но он мысленно сказал мне не делать этого. Я слегка приоткрыла их и поняла, что не вижу его. Я сразу закрыла глаза. Он обнял меня крепко и поцеловал. Он был влажный и прохладный, не такой теплый, как человеческое тело. Это длилось всего несколько секунд, но я была так счастлива, и теперь я благодарю Бога за то, что Он позволил моему мужу прийти ко мне и утешить меня.